Сегодня я расскажу вам об очень необычной и интересной экскурсии, которая периодически проводится в Театре кукол в городе Гродно и называется «Мистическая пятница». Безусловно, я не буду показывать ее целиком, а лишь чуть-чуть приоткрою завесы тайны. Что вас ждет, если решите на нее пойти? Ровно столько, чтобы заинтересовать. На афише указано возрастное ограничение 16+, что, как оказалось, совершенно оправдано. Местами жутковато, но очень интересно. Да, и еще, не ходите поодиночке последними в группе, а то попадете в клетку. А освободят ли – большой вопрос. Но если заинтриговало, то присоединяйтесь. Здание театра кукол является старейшей сохранившейся театральной площадкой Беларуси, специально построенной для театральных выступлений. Театр построен в промежутке между 1784 и 1793 годом. Здание изначально строилось как театральное, и его нередко называют театром Тизенгауза, что, однако, ошибочно, так как оно было построено после отставки магната. Во времена Тизенгауза площадкой для театральных постановок служил один из залов его дворца, располагавшийся здесь неподалеку, в парке. Сейчас на этом месте стела героем и вечный огонь. А вот это сохранившееся здание театра было построено племянником короля Станислава Августа Понятовского, который стал управляющим королевскими экономиями Великого княжества Литовского после отставки Антония Тизенгауза. Впервые театр кукол открылся здесь 2 февраля 1940 года и закрылся с началом немецкой оккупации. Позже, уже после войны, был вновь открыт летом 1946 года в Доме народного творчества как самодеятельный, но уже в следующем году был преобразован в профессиональный коллектив – областной театр кукол. И третье открытие состоялось в ноябре 1980 года. Так что у знаменитого театра кукол 3 дня рождения. И помимо театральных постановок для детей, в театре с успехом проходят представления и для взрослой публики. А иногда в театре бывают экскурсии. И на одну из них мы с вами сегодня и идем. Она называется «Мистическая пятница». Билеты я покупала сильно заранее, примерно за 3 недели до мероприятия. И, вооружившись аппаратурой, я пошла на экскурсию. Так что, кто спрашивает, как я снимаю, показываю. Вот так, на телефон. И сегодня я приоткрою для вас завесу тайны, что вас ждет. Ну, конечно же, не всю экскурсию, я не стану ее показывать, иначе вам будет неинтересно посетить ее лично. Но чуть-чуть покажу, ровно столько, чтобы заинтересовать. Перед началом экскурсии в фойе мы подождали всех участников экскурсии, и почти в полной темноте экскурсия началась. Нас водили по зданию театра, и это была своего рода тоже театральная постановка, в которой мы принимали непосредственное участие. Дух Гродненского театра кукол. Мой уютный театр рад, чтобы вызвать своего помощника на сегодня, экскурсовода. Запоминайте заклинание и произнесите его хором. Еще раз повторю, что на билете написано 16+. И это, в общем-то, оправдано, так как местами было немного не по себе, вас окружали не только образы, но и звуки. Периодически на самых интересных местах я буду оставлять оригинальный звук, чтобы вы поняли, что вас ждет. Актеры театра – люди творческие. Подошли к организации экскурсий очень ответственно, и все было очень реалистично, и местами жутковато. Но вот поэтому и интересно. В процессе экскурсии мы проходили квест-задания, искали подсказки, разгадывали загадки, освобождали заложницу в клетке. Вот почему я предостерегала не ходить последнего. Между собой мы периодически делились впечатлениями. Кто-то сравнил экскурсию с игрой в кальмара, кто-то сказал, что это похоже на очередной Форт Боярд. Но верно одно – равнодушным и непричастным экскурсия не оставит никого. В нашем театре тоже несчастная Барбара периодически появляется, вот в такие мистические вечера, как сегодня. Она появляется и ходит по нашему театру и громко плачет, потому что душа ее не успокоена. И я предлагаю вам сейчас помочь мне сделать такой ритуал, на сегодняшний вечер, в ближайшее время освободить нашу Барбару, чтобы она хотя бы какое-то время могла успокоиться и отдохнуть немножко. Если мы ее как раз сейчас смогли отпустить хотя бы на время.
Называется «Я не Можно, нельзя». да, можно посмотреть, только, пожалуйста, не открывайте ее, а то она застрянет среди нас. Повторюсь, актеры – люди творческие, умеют заводить публику и держать фокус внимания. Поэтому однозначно да, походу на такое мероприятие. Экскурсия организована так, чтобы была вовлеченность почти каждого участника. Поэтому если вы пойдете на нее с друзьями, группой, получите массу удовольствия. И, как известно, в театре, в репертуаре театра кукол есть и взрослые постановки на тему мистики. Ви, Пиковая дама, Фауст, Демон, Локис. И вот в этих декорациях и будет проходить экскурсия. Нам раздали небольшие фонарики, и можно по ходу передвижения светить в темные углы. Там тоже бывает страшно интересно. Заклинание произнести. Да, как вы знаете, большинство заклинаний произносится 3 раза, если только оно не с магическими пассами. Вот. Поэтому давайте мы с вами сейчас попробуем эту загадку разгадать, показать нашему духу, что мы тут все разгадали. 3 раза произнесем эту магическую комбинацию. Все вместе. 3, 4. Тройка, семерка, туз. Дайте дорогу. Кажется, как будто мы все-таки освободили какой-то дух. Мне кажется, нам надо бежать за ним. Ну и, конечно, не может не восхищать само здание театра, особенно когда знаешь его историю, а также понимаешь, что здание очень старое, со своей необыкновенной энергетикой. Известна даже мистическая история про театр кукол. Это легенда о призраке, ей уже более 100 лет. Актеры и сотрудники театра уже давно спокойно говорят об этом, ведь некоторым из них, как они утверждают, видели что-то потустороннее. И старожилы рассказывают, что это призрак, влюбленный актер, который жил в XIX веке и покончил жизнь самоубийством в стенах театра. С той поры он слоняется по темным коридорам, перемещая с места на место кукол и другой реквизит, и пугает своим присутствием костюмерш и актеров театра. Говорят, что нынешние актеры театра отыскали архивные документы, подтверждающие, что их предыдущий коллега, бывший актер театра по фамилии Лосецкий, покончил с собой из-за несчастной любви в 1840 году в этих стенах, и, видимо, поэтому его душа никак не может найти спокойствие, и поэтому посещает эти стены. Возможно, вам также удастся почувствовать эту энергетику. Приходите и убедитесь в этом сами. Сама экскурсия заняла чуть больше часа, но, может, просто компания подобралась уже очень эрудированная и разгадывали загадки быстро. И после экскурсии можно было сделать фото и видео в декорациях и на сцене театра. И знаете, попасть на сцену – это тоже очень невероятно. Зрительный зал как на ладони, и легко представить себе, как играют спектакль и как его смотрит зритель. Вся экскурсия проходила в некотором напряжении, иногда раздавались звуки, крики, стук. В общем, интересно было, очень интересно посетить и посмотреть на это своими глазами. Помимо экскурсии «Мистическая пятница» можно посетить и другие не менее интересные экскурсии. Кукла своими руками, игра в театр, мир закулисья. Но, безусловно, мой фаворит – это «Мистическая пятница». В кукольном театре можно все. Побывать за кулисами, очутиться на сцене, посмотреть, где хранятся декорации, как создаются куклы и где они живут. И вот даже такое угощение нас ждало, и это все тоже было продумано в рамках следующего представления. Жутковато, да? Ну, они на то и духе, да, чтобы пугать. Ой, нас пугали вообще. Общаются по-своему. В театре также есть музей кукол, где периодически меняются экспозиции. Ведь куклы, даже изготовленные 50 лет назад, живут в театре до сих пор. В общем, здесь каждый найдет что-то интересное для себя.
Театр – это то место, где живут куклы и оживают сказки. Не верите, приходите сами. Ну а вот я рассказывала, что кто-то, видите, отстал, и пришлось его вызволять. Тоже было очень интересно, ну, местами даже забавно, но держала в напряжении. В общем, если кто-то хочет оказаться на месте девушки, ну что ж, идите сзади в группе последним, отстаньте от группы, и вот вас ждет такая следующая участь. А здание театра за свою более чем 200-летнюю историю не раз реставрировалось и перестраивалось. И изначально оно было как бы продолжением дворца Тизенгауза, крытым переходом соединялось с его левым крылом. Или вот еще интересный факт. В 1930-е годы театр носил имя Элизы Ожешко, и рядом был установлен ее бюст-памятник, позже перенесенный в сквер на угол улицы Ожешко и Телеграфной. И это не единственная креативная задумка экскурсии для зрителей. Когда-то в театре делали даже экскурсию «Ночь в театре», которая начиналась вечером, а заканчивалась далеко за полночь. Будем надеяться, что такой формат экскурсии будет восстановлен, потому что, если судить по экскурсии «Мистическая пятница», очень востребованный формат, билетов не достать. Уже после экскурсии можно фотографироваться в декорациях и с актерами, что вам больше нравится. И, между прочим, особый интерес представляет также оформление зрительного зала. Здесь перед нами тот редкий случай, когда балюстрады ложь портера и ярусов выполнены из кованого железа. Вот раньше не обращала внимания на такие вещи, а как стала снимать видео и интересоваться, все видится уже по-другому. Так что я изучаю город вместе с вами. И в интернете есть история, правда или красивая легенда, не знаю, но в 1802 году на сцене театра проходило торжественное представление в честь создания Гродненской губернии. И присутствовал российский император Александр I. Во время выступления с потолка обвалилась штукатурка. Все вздрогнули, но царь был в благодушном настроении и решил освободить труппу от уплаты аренды на 10 лет и еще выделил 2000 рублей на ремонт здания театра. Вот такая история. Ну а потом, выйдя уже на улицу, можно даже погулять по парку. Везде освещение, иллюминация, подсветка фонтанов, подсветка колеса обозрения. То есть жизнь еще бурлит в городе и можно продолжить при желании. Вот такая она. Жизнь театральная в Гродно. Если видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Может быть, кто-то уже бывал на этой экскурсии. Расскажите о ваших впечатлениях. Ну а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.